похоже, пришло твое время. Значит, задача у нас сейчас такая. Надо удлинить провода, чтобы можно было безопасно его пробовать запускать. Надо подсоединить масляные шланги, чтобы подавать масло. Вот. Ну и подсоединить топливную систему. И можно будет его уже погонять по-взрослому. Потому что до этого я делал лишь пробные поджигающие старты. Ничего не раскручивал. В общем, сам он не вращался. Посмотрим, на что он способен. Сразу вас предупрежу, он не восстановлен до идеала, потому что он валялся где-то в песке, либо его вообще с речки выловили. Вот он полностью забит грязью. Полностью. Очень все плохо с масляной системой, и мне придется использовать, ну, буквально самодельную масляные каналы, систему, что вот видите, тут отломано. Ну, подача будет подаваться, я восстановил через вот этот штуцер, там трубочка внутри. Значит, далее, это один из подшипников, далее вот на второй подшипник, на вот этот будет подаваться через вот этот штуцер. Ну, а то, что там внутри... Там было вот по каналам с песочком там все проходило. Зато я уже не могу отвечать, потому что там непонятно, там неразборная конструкция. Все заржавело, загнило, вот все в таком вот как накипь. Ну как-то так, ребят. Вы давно этого ждали. Сейчас мы будем это делать. От долгого простоя закоксовалась свободная турбина. Мне кажется, запускать можно и без нее. Но, конечно, хотелось бы размаслать, чтобы все заработало полноценно. Пока не получается. Лопатки тонкие, можно их повредить запросто. Процедура тут такая: взад-вперед, взад-вперед. Если чуть-чуть начало шевелиться, уже можно расшевелить ее. Пошло быстрее, покажу наглядно, как идет раскачка. Вот, руками беру. Уже есть зазор, уже есть инерция. Движениями в одну и другую сторону раскачиваю. Движение все шире и шире. Ленточкой будем огораживать? Было бы неплохо. Желтый? Пока вход запрещен, радиация. Ебой. Ой, пальцев сегодня не будет у меня, чувствую. Уйдут в сад. Разошлись не на шутку, работа кипит полным ходом. Олежка удлинил провода, чтобы мы могли из-за угла его стартовать. Я пока что разбираюсь с масляной системой. Здесь есть 1, 2, 3, 4, 5, 6 отверстий. Вот надо понять, с каких масло всасывается, в какие закачивается там и так далее. Понять очень сложно оказалось. Приходится качать в телефон картинки и разбираться заново, потому что все скручено, а я уже забыл, как оно там внутри. Вот так-то. Но процесс идет. Аккумы вот уже немножечко стоят, уже даже можно подстартовывать немножко, и видно, как крутится вон там масляный насос. Знаю одно, что выход масла идет вот сюда. С этого отверстия оно перетекает вот в это отверстие. Тут был когда-то масляный фильтр, но он у меня сломался по причине того, что все было закисшее, пришлось его раздолбать. В итоге его не будет. Но масляную систему нужно оставить обязательно. На второй день, угробив 2 пары рук, мы все-таки размаслали свободную турбину. Уже подключили маслице и выгоняем всякую грязь с двигателя. То есть делаем прокачку масляной системы. Масляная система у нас будет работать не от штатного насоса, а от автомобильного топливного насоса. Он, оказывается, и в масле очень хорошо работает. Доработали пусковую систему, то есть теперь у нас все поджигается. Пока у нас присоединено не все на пульт, потому что пульт переделывается, удлиняется, видите, сколько проводов. Мы топим за безопасность, это обязательно. Значит, работает искра у нас сейчас. Вот так, если подключить, слышно звук. Это внутри щелкает свеча, вот она.
Ну, щелкает она больше здесь, слышно. Так. Если откроем баллончик, вот этот кемпинг, то он начнет подавать газ. Газ нам нужен для запуска двигателя, для поджигания керосина, основной свечи. Пришлось немножко усовершенствовать систему поджига, потому что отверстия воздушные, которые там внутри, они были очень маленькие и рассчитаны под большое давление. Ну а система как в простой горелке. Надо подавать воздух и подавать какое-либо топливо. Так как отверстия для воздуха очень маленькие, ничего не загоралось. Пришлось дорабатывать, рассверливать. Ибо будем запускать, как обычно, от кемпинг баллончиков наших любимых. Вот этот огромный двигатель. О, да. Ну что, надо пробовать. Во-первых, проверяем выбег. По-моему, выбег роскошный. Включаем свечечку. Вот так. Все, поехали. Загорелось. Так мало надо, чтобы свободная турбина начала вращаться. Это вообще. Ты видел? Только воздух чуть-чуть пошел, и она уже крутится. Чувствую, масло подается на все подшипники. Выбег отличный, хороший. Можно делать все уже, собирать раму, там что-то, готовить его полностью уже. День третий. Приступили к изготовлению телеги для перемещения агрегата. Продолжаю тюнинговать масляную систему, собираю сбросные трубопроводы и продолжаю извлекать песок из двигателя. Точнее, вот как раз таки из масляной системы. Видите, сколько его вот здесь вот понасыпано было. Вот буквально делаешь вот так, и оно высыпается. Обалдеть, как вот он мог туда попасть? До сих пор загадка, но то ладно. Мы все надеемся, что будет благоприятный исход этого мероприятия. И продолжаем заниматься. Продолжаем делать все тут по уму. Все соединяю нержавеющими трубопроводами. Сейчас вам покажу, как их можно вообще гнуть безболезненно, без всяких напрягов. То есть так вот, чтобы вы понимали, я не знаю, они может даже из жаропрочки. Согнуть просто нереально. Они очень жесткие. И под каким-то более-менее хорошим углом это уже тиски нужны. И так далее. Но я приспособился гнуть их и моделировать как угодно, вплоть до вот такого. Вот. Это все делается очень просто, и изначально, видно, так оно и делалось. Процедура здесь, в принципе, очень простая. Просто нужно нагреть трубочку, и она тогда легко сгинается в любых направлениях. Даже можно перекручивать ее. Вот, уже пошел процесс. Все, я делаю небольшой нажим с другого конца. И она сгинается. Все. Не пружинит, ничего, все прекрасно. Причем угол изгиба очень маленький можно делать. Вот что важно. Все, видите, здесь я отрежу сейчас и спаяю серебром. Взял. Так. Не помогай! Не надо! Не надо! Попали, да? Попали. Нет? Попали. Ого. На всю мастерскую теперь расположились. Собираем мебеля. Что такое? О,
О, мебеля собирается. Ну, фанера, если что, долго горит. Это, в принципе, плюс. Куда едем-то? Не, ну, в принципе, нормально. Как обычно, осталось очень много запчастей. Осталось очень много нерешенных вопросов. Нужно разобраться, что сделать с насосом, который будет подавать топливо. Потому что надо 60 атмосфер. Где их брать? Ну, мы, конечно, можем автонасосом подать там 6 атмосфер, даже 10, если хорошенечко постараться. Но хотелось бы вот сюда, вот именно сюда, присобачить его родной насос. Он там очень сложный, ну, упростить его до невозможности и сделать стационарный нормальный насос, потому что масляную систему мы освоили. У меня на этом все. Кому было интересно, а самое главное, очень полезно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Кому не приходят оповещения, бейте в колокол. Всем пока, до новых встреч, ребята!